Всем доброго утречка. Иду хвастаться своим новым забором. Как-то, может быть, кто-то помнит, кто смотрит мои видео уже давно. Как-то осенью я обнаружила, что мой забор прилег поспать, скажем так. У него прогнили все деревянные эти столбы. Вот они, собственно, уже лежат. Видите, какая гниль. И вот так каждый столб, на котором стоял мой забор. И я сюда поставила сетку рабицу. Вот такой заборчик у меня теперь. Сама красила вот эти вот, как их называют-то, столбы, да. Вот. Еще у меня остались вот эти вот столбики и рабица. И ее я проведу. Там еще есть у меня участок забора, где нужно закрыть тоже хорошенько. Там уже старая рабица стоит. Вот. Еще 19 метров у меня и осталось. Столбики остались. Ну а вот этот шифер, из которого у меня был забор, вот он лежит. Я его раскалю на мелкие кусочки, и у меня будет это как крошка для подъезда к воротам. От дороги до подъезда к воротам у меня там, короче, грязь все время, межсезонье. И нужно чем-то засыпать. Гравий какой-то там покупать или что. Но мне подсказали, что можно вот эти вот разбить, вот этот старый шифер, и старым шифером, кусочками молотыми засыпать. То есть он мне еще пригодится. Вот. Ну, вот такой вот у меня теперь заборчик. И меня, знаете, что радует? Вот этим шифером было наглухо все закрыто. Вот этот вид на поле. Сейчас я приближу. Вот, смотрите, какой красивый вид. У меня теперь здесь будет вид на поле. Ну, конечно, летом, когда уже здесь вырастет трава, не так будет хорошо просматриваться, да? Все, но тем не менее. Как-то больше, знаете, воздуха стало вот в этом месте. Пространство, больше воздуха. И рабицу я купила, видите, такой вот. Вот она, квадратиками. Не ромбиками, как обычно продают, а квадратиками. Она намного прочнее. Вот эта вот рабица. Такая прям прочная достаточно. Вот. Вот такая вот она. Ну и вот, в общем, я довольна. Ну, мне, конечно же, потребовалось подождать. Осенью этот забор упал, но мне потребовалось время. Во-первых, чтобы заработать на этот забор. А во-вторых, пока я зарабатывала на этот забор, пришла зима, начались сугробы, и здесь было невозможно что-то делать. Ну, в общем, упавший забор я обнаружила, по-моему, в конце октября, даже в ноябре, по-моему, прошлого года. То, что он у меня упал. И мне потребовалось время, чтобы заработать на него денежку. И пока я зарабатывала на него денежку, значит, наступила зима, выпал снег. И, конечно же, здесь были сугробы, уже невозможно было что-то делать. И поэтому я ждала еще весны, чтобы весна пришла. Вот. А еще у меня появились фотоловушки. И в самых таких местах интересных, где можно залезть на мой участок, я их буду вешать. Я не буду рассказывать, где они будут висеть, но, тем не менее, по фотоловушкам я буду отслеживать безопасность своего участка. Ну и еще мне предстоит не только вот этот забор, да, я поставила. Еще мне предстоит укреплять тот забор, который у меня уже стоит, как бы. Но я вижу, что у него тоже подгнили столбы опорные. И мне нужно будет его укреплять. Ну, в смысле, покупать другие опоры. Вот, например, вот здесь у меня из шифера, хотел сказать. Ну, в общем, вот такой забор у меня вот в этом углу. И он стоит, видите, на деревянных столбах, а это неправильно. Они тоже прогнили. Их тоже нужно убирать и ставить железные опоры. Вот. Такие же, как у меня вот здесь вот на воротах стоят. Вот частично они здесь поставлены. А вот здесь, кстати, тоже деревянные заборы. Видите, тоже упал столб. Тоже буду ставить либо деревянные опоры новые, либо, наверное, тоже металлические. Ну, посмотрим. Друзья, вы меня также часто очень спрашиваете в комментариях, почему у меня установлен одноконтурный газовый котел. Отвечаю, значит, когда я покупала этот дом, здесь уже был установлен одноконтурный газовый котел. Он совершенно новый. В общем, вот мой газовый котел одноконтурный.
Он совершенно новый, он установлен прям вот свежачком. Как только я купила дом, его недавно совсем установили. То есть зачем мне его менять, новое на новое? Вот поработает он некоторое время, пойму я, как он работает, прослужит мне какое-то время, и тогда я уже задумаюсь о том, поменять ли мне его или не поменять. Сейчас менять этот газовый котел на двухконтурный я не вижу никакого смысла. Почему? Потому что, во-первых, это финансово затратно, а у меня сейчас есть куда потратить финансы. А, Сейчас как раз весенне-летний сезон, мне нужно делать ремонт в доме, мне нужно делать что-то по участку, вот я сейчас забор ремонтирую и так далее. То есть не вижу никакого смысла менять новый газовый котел на новый, только потому что он одноконтурный. Потом еще такой момент. Когда я купила дом уже с водонагревателем, установленным в санузле. И оттуда горячая вода с этого водонагревателя шла в санузел и на мойку, на кухню. В общем, вот. И зачем мне сейчас масло масляное делать, да, тратить лишний раз деньги, когда у меня уже все установлено, ну так как есть, что поделать. Единственный момент это то, что когда я сюда заехала, водонагреватель в санузле стоял достаточно старенький. Он был уже прогнивший, протекал, от него било током. В общем, я его тут же сразу заменила на новый. Многие спрашивают меня, почему в кадре не появляется Триша. Так вот, посмотрите на нее. Иногда она выходит гулять. Триша? Триша. Посмотрите, как она крадется. Это очень пугливая кошка, поэтому я всегда ее снимаю из-потишка, потому что как только она видит камеру, она тут же куда-то прячется и убегает. Вот, поэтому ее очень сложно снимать, но тем не менее она здесь хорошо осваивается, уже потихоньку выходит из дома, иногда гуляет. С котятами она уже почти свыклась, почти привыкла к ним. Ну и сейчас она стала потихоньку проситься на улицу, и я ее выпускаю. Правда, выходит она недалеко, гуляет рядом с крыльцом, но тем не менее уже гуляет. А еще меня очень сильно иногда удивляет Вася. Гуляю я, значит, такая по участку своему, подхожу к границе с домом соседа. И что я вижу? Посмотрите. Вы посмотрите. Вася, как ты себя там чувствуешь? Васек. Вась. Лежит на крыльце. Стережет дом соседский. Я не могу над этим котом. Представляете? Вот, пожалуйста. Иду вам показывать еще одну свою исполнившуюся мечту. Вчера ездила в наш местный питомник растений и купила себе еще плодовых деревьев, о которых я давно мечтала. Вчера мы с мамой их уже высадили. Сейчас я их покажу. Вот это, значит, у меня шелковица привитая. Она ивообразная. Сейчас это я покажу этикеточку тут. Черная штамп называется. Вот она такая вот привитая выглядит. Конечно, не такая, как в Краснодарском крае большим деревом, но тем не менее ягодки шелковицы я смогу с нее есть. А вот это вот, значит, черешенку я купила 4-летку. Сейчас тоже ее покажу. Это желтая черешня, фатиш называется. И к ней я в компанию купила черную ленинградскую черешню. Так вот так вот видно. Черная ленинградская. Вот, она уже большая достаточно. Смотрите, 4-леточка. Такая вот она у меня. Смотрите, какие у нее хорошие уже веточки. Веточки вообще классные у нее. Садила их на солнечное место. Мне кажется, уже в этом году эта черешня зацветет. Вот эта большая. И это, наверное, тоже. Они уже взрослые. И еще я купила себе грецкий орех. Представляете? Вот.
Еще одна моя мечта исполнилась. Грецкий орех. Посадила его сюда. Тоже он, по-моему, 2-летний или 3-летний, я уже точно не помню. Вот. Все эти деревья адаптированы под наш местный климат. Специально ими занимаются агрономы, которые вот наши местные здесь. Они выращивают и вот в питомнике такие деревья продают. Вот. Чему я очень рада. Та мечта, которая у меня была всю жизнь, что у меня будет когда-нибудь свой дом, свой участок, я посажу вот эти черешни, вишни, шелковец, грецкий орех. Да вот и пожалуйста. Вот Буся здесь гуляет. А, еще мне соседи по селу подарили Бусечка. Буська. Сейчас еще покажу, что я посадила. Еще мне соседи по селу подарили родительскую вишню. Я ее посадила перед домом. Вместе с мамой мы вчера сажали. Она мне, кстати, привезла еще мяты, каких-то цветочков мы с ней уже успели посадить. Вот здесь тоже будут расти. И вот мы здесь родительскую вишню еще посадили. Вот. Но она тоже маленькая, так это росточек небольшой еще. Но тем не менее, это лучше, чем войлочная, которая у меня на участке уже старенькая растет. Вот. Почки у нас пока только набухли на деревьях, ничего еще пока не распустилось. Вот. Но тем не менее, погода уже... Ой, Вася, кажется, мышь. Васек мышь поймал. Вася, ты опять мышку поймал. Васенька, покажи. Ну-ка, покажи мышку. Мышу опять поймал. Играется с ней. Васичка. Ой, я не могу над ним. Игрун, Васек, играется с мышью. А вон там Буся сидит, смотрит на него. Бусь, там мышку Вася поймал, представляешь? Да, скажи. Мышка? Скажи, какая такая мышка? Вот они гуляют сейчас вдвоем. Вася вроде привыкает немного к Буське потихоньку. А то раньше по первому времени он ее за чужую на улице признавал. Вась, она же убежит, Вась. Убежит. Играет с ней, и все. Ты смотри. Васек. Что ты с мышью-то играешь? Триша тоже потихоньку стала на улицу выходить. Правда, она пугливая, так чуть-чуть выбежит и тут же забегает. Вон там, кстати, где кирпичи, мы с мамой мяту посадили. Корешки. Потихоньку выпиливаем все то, что у меня тут на участке. Там, где забор, вон там еще будем выпиливать на дрова, на баню. Вот носим туда. Вот, да, Босечка? Так что вот у нас дела потихоньку двигаются. Потихоньку, конечно, не так быстро, как бы хотелось, но тем не менее дела двигаются. Буська играет, такая интересная. Бесюкается. Тоже мышек ловит. Вась, поделись с Бусей мышкой. Такая погода сегодня хорошая вообще. С понедельника обещают дожди. Друзья, многие из вас жалуются, что очень редко на моем видеоканале выходит видео. Всего лишь раз в неделю. Но, к сожалению, у меня не так много времени. Я работаю 8 часов в день, 5 дней в неделю. Всего лишь 2 выходных у меня, и нужно еще эти выходные как-то распределить на обустройство дома, участка, что успеваю, я делаю, что не успеваю, оставляю на следующие выходные и так далее. Вот. Также я ориентируюсь на погодные условия. Если нужно что-то делать по участку, я стараюсь, чтобы это была хорошая погода. Если где-то не справляюсь сама, то нанимаю людей, конечно же, если позволяют финансовые средства. И сейчас у меня очень много, кстати, финансовых затрат на обустройство участка, в том числе дома, потому что наступил весенне-летний сезон, когда наконец-то уже можно все делать, когда прошли холода, сырость, грязь и снег ушел. То есть это самый такой пик сезона строительного, да, можно сказать. Вот. И, конечно же, очень много финансовых затрат и очень много у меня времени уходит на
дела всякие разные, в том числе и на свою основную работу, которую вы сейчас видите. Со стороны кажется, что я ничего не делаю, просто сижу в кресле, втыкаю в ноутбук, но на самом деле здесь я работаю. Вот так вот я зарабатываю деньги, друзья. Но, тем не менее, несмотря на всю мою загруженность, я каждую неделю выпускаю видео, и к тому же я очень активно веду свой телеграм-канал. Поэтому, если вы меня потеряли на ютубе, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Я там очень частенько бываю. Почти каждый день делаю какой-нибудь пост с фотографиями красивыми. Так что присоединяйтесь ко мне во всех соцсетях. Я есть на ютубе, я есть в Яндекс.Дзене, я есть в Телеграме. Все ссылки вы найдете под этим видео. Сегодня у нас был сильный дождик. В первой половине дня прям ливень сильный шел. Сейчас выглянуло солнце, и я решила выехать в магазин, до магазина доехать, прокатиться. И думаю, надо бы полями проехать. Но совсем забыла, что поля после дождя сырые, и дороги проселочные в том числе. Вот, могла асфальтом проехать. Но, как говорится, Наташа всегда найдет себе приключений. Вот. Но зато здесь, посмотрите, какая красотень. Иду и любуюсь. Ехать-то опасно. Дороги все в лужах, сырые. Но сейчас вот выйду на дорогу, которая вся травой покрыта. Там, может быть, сяду на велосипед. А здесь пешком пройдусь. Ну, вы посмотрите, какова красота. И послушайте птичек. Один лишь только этот вид стоит вот этих вот страданий. В калошах я вышла, слава богу, хоть кроссовки не надела, а калоши. Так бы вся сейчас была по уши в грязи. Ну ничего, тут идти-то недолго вроде. Пройду. А котята уже подрастают, уже стали достаточно такими крупными, большими. Они уже переросли маму Бусю и уже тоже потихоньку начинают проситься на улицу. Но, к сожалению, я их повезу на стерилизацию только тогда, когда им исполнится 8 месяцев, а это будет в июне месяце. Вот. И до стерилизации я их выпускать на улицу не планирую. Поэтому вот как есть. Они пока терпят, дома сидят. Ну, иногда я их на ручках выношу, вот возле дома гуляю с ними. Но, тем не менее, я их берегу от котов многочисленных, которые у нас постоянно ходят по участку. А еще настало время шикарных закатов на моем участке. Посмотрите, какая красота. To make you love me, what I gotta do to make you care? What do I do when lightning strikes me? And I wait to find that you're not there. What I gotta do to make you want me? What I gotta do to be heard? What do I say when it's all over, babe? Sorry seems to be the hardest word. That's right. It's sad, so sad. It's a sad, sad situation, and it's getting more and more absurd. Talk it over. Always seems to me the sorry seems to be the hardest word. What do I do to make you want me? What I gotta do to be heard?